Всем привет! Сегодня поговорим о медицинском сопровождении спортивно-массовых мероприятий. Что там требуется, какие медицинские работники должны там дежурить и что должен соблюдать организатор мероприятия. Я вам покажу это на документах, приказах, постановлениях. Ранее мы разбирали необходимость видов медицинской лицензии для осуществления скорой медицинской помощи. Можно ознакомиться по ссылке сверху. Здесь мы внимательно рассмотрим, что помимо скорой медицинской помощи на спортивном мероприятии также обязательно необходимо дежурство врача спортивной медицины. Так что поехали. Ну, хорошо, начнем мы с приказа от 23 октября 2020 года номер 1144Н об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом, в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях или выполнить нормативы испытаний тестов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных спортивных мероприятиях. Данный приказ прям полностью подходит под все соревнования, как допускать спортсмена и что необходимо, начиная от медицинского пункта на стадионе, комплексе, где проходят спортивные мероприятия, и заканчивая скорой медицинской помощью. Хорошо, мы спустимся по приказу. Я выделил основные пункты желтым цветом. Приказ очень большой, несколько приложений, поэтому мы остановимся с пунктами, связанными со скорой медицинской помощью. Пункт номер 11. Скорая, в том числе скорая специализированной медицинской помощи, оказывается выездным бригадам скорой медицинской помощи. Замечательно. Тут же в дополнении написано, что эта услуга оказывается согласно приказа Минздрава от 20 июня 2013 года номер 388Н об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи. Я об этом рассказывал в предыдущем видео, но вкратце здесь сделаю свою информацию и заключение. Необходимо для оказания услуг скорой медицинской помощи минимальные виды лицензий. Это скорая медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи по анестезиологии и реаниматологии для оказания взрослого населения и по педиатрии для оказания детям этих услуг. Ребенок – это лицо, не достигшее 18 лет, согласно федерального закона. Также в дополнение необходима лицензия на наркотические и психотропные вещества. Более детально я рассказывал об этом. Здесь мы спускаемся дальше. Нас интересует врач спортивной медицины. Так, пункт 17. Организатор мероприятия осуществляет медицинское обеспечение участников и зрителей. Согласно части 3 статьи 39 Федерального закона от 4 декабря 2007 года, номер 323 о физической культуре и спорте Российской Федерации. Что это дает нам? То, что организаторы в обязательном порядке ответственны за свои мероприятия, и они должны обеспечить медицинское сопровождение своего мероприятия. Также они должны обеспечить допуск к мероприятиям участников при наличии соответствующих медицинских документов. Хорошо, зафиксировали. Пункт 20. Организация оказания медицинской помощи при проведении физкультурных мероприятий, спортивных соревнований осуществляется медицинскими работниками, соответственно, рекомендуемыми штатными нормативами медицинской бригады. Количество выездных бригад скорой медицинской помощи, медицинских работников при проведении физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, предусмотренных приложением номер 4 к настоящему порядку, и включает этапы предварительного непосредственного медицинского обеспечения и заключительный. При проведении физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, независимо от вида программы спорта, необходимо обеспечивать работу одной бригады скорой медицинской помощи и одного медицинского пункта для зрителей при наличии на каждой 10 тысяч зрителей, не считая бригад скорой медицинской помощи для спортсменов и медицинский пункт для спортсменов при наличии.
На предварительном этапе организатором физкультурного мероприятия спортивного соревнования по необходимости определяется ответственный медицинский работник, врач, фельдшер, медсестра или назначенный главный врач мероприятия в зависимости от статуса, уровня мероприятия, соответственно, нормам, утвержденным Российской спортивными федерациями, правилам соответствующих видов спорта, положениями, регламентами о спортивных соревнованиях, а также приложением номер 4 к настоящему порядку. К приложению номер 4, конечно, мы сейчас подойдем. Что мы отсюда выносим? Что бригада скорой медицинской помощи минимально одна для спортсменов и медицинский пункт, если он есть при наличии, пишут. И одна медицинская бригада минимум необходима для зрителей. То есть если мы говорим про мероприятие городского формата, там футбол и так далее, там минимум 2 бригады уже должно. Ну, наши заказчики любят экономить. Ну, там сыграют они в футбольчик. Вы одну машинку дайте линейную, и все, и все будет хорошо. А потом начинаются переломы, госпитализации и так далее, потому что заказчик не соблюдает требований. И бригада скорой медицинской помощи одна физически не успевают. А людям, которым нужно оказать медицинскую помощь, начинают жаловаться. Ну, это понятно, потому что согласно приказов и требований необходимо 2. Пункт 25. В состав медицинской бригады могут входить врач спортивной медицины, врач скорой медицинской помощи, другие врачи-специалисты, фельдшер, медицинская сестра, медбрат, которые осуществляют деятельность соответственно настоящим порядкам. Хорошо. Только я хочу заметить, что врач по спортивной медицине – это специалист, который должен иметь дополнительный сертификат. То есть нельзя врача скорой медицинской помощи назвать врачом спортивной медицины. А то хотят от врача скорой помощи прям всех услуг, чтобы он был врачом спортивной медицины, чтобы он оказал экстренную медицинскую помощь, госпитализацию, еще главным судьей был и вообще. Врач скорой медицинской помощи прям бог на соревнованиях. Далее мы спускаемся ниже. Это медицинское заключение о допуске к тренировочным мероприятиям и к участию в спортивных соревнованиях. Выдается по результатам прохождения углубленного медицинского осмотра, определенным приложением номер 1, номер 2 к настоящему порядку спортсмену или его законному представителю, полномочному сотруднику физкультурно-спортивной образовательной организации, в которой занимается спортсмен, не позднее 10 рабочих дней после прохождения углубленного медицинского осмотра. Спортсмен должен пройти углубленный медицинский осмотр. Вдруг у него какие-то хронические заболевания, там астма, ну и так далее. Там очень большой спектр специалистов, которые должен спортсмен пройти. Случаи бывают разные, когда, опять-таки, повторюсь, никакого УМО не проходит спортсмен, но даже про это я умолкаю, когда мероприятие небольшого формата, но даже на мероприятии врач спортивной медицины не проводит осмотр и не проводит допуск к мероприятию. Вот мы к этому и подошли. Допускается представление к заявке на участие в спортивных соревнованиях отдельным документом. Медицинское заключение о допуске спортивной команды к участию в спортивном мероприятии, содержащего в себе следующие данные: название спортивной команды, вид спорта, спортивной дисциплины, название спортивной организации, реестровые номера спортсменов, фамилия, имя, отчество, дата рождения, реестровые номера. Медицинское заключение о допуске спортивной команды к участию в спортивном соревновании подписывает полномочный представитель медицинской организации, имеющий сведения о прохождении УМО спортсмена указа спортивной команды. В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения в заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск», дата. В заявке прилагается копия медицинского заключения, оригинал медицинского заключения. Предъявляется спортсменам комиссии по допуску спортсменов к соревнованиям. Индивидуальное медицинское заключение для допуска к спортивным мероприятиям подписывается врачом по спортивной медицине, либо полномочным представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении углубленного медицинского осмотра спортсменам, изверяется печатью медицинской организации, независимо от организационно-правовой формы, имеющей лицензию осуществления медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ по спортивной медицине, лечебной физкультуре и спортивной медицине.
Что отсюда выносим? Что все заключения и допуски делает медицинская организация, имеющая лицензию по спортивной медицине а, и лечебной физкультуре. А, Никакая компания, оказывающая только услуги скорой медицинской помощи, не делает данные заключения. Они только дежурят на мероприятии и оказывают экстренную медицинскую помощь. А, Часто я упоминаю заказчикам и говорю, когда они звонят и заказывают услуги: а у вас врач спортивной медицины есть, который осуществляет допуск? На слова говорят да, 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 по факту приезжаем на мероприятие, никого нет, кроме бригады скорой медицинской помощи, и начинается беда. А беда в том, что всю юридическую ответственность будет нести в любом случае заказчик, потому что данный договор на оказание медицинских услуг у нас только на услуги скорой медицинской помощи. И все вот эти перечни пунктов, которые я перечислил, о которых заказчик не знал, а, возможно, не захотел знать, будет отвечать самостоятельно. 49. Контроль за допуск к участию в мероприятиях лиц без соответствующего медицинского заключения осуществляется организатором указанных мероприятий. О чем я только что сказал. Они самостоятельно это могут делать и самостоятельно отвечать. И если случается какое-то ЧП на мероприятии с хроническим заболеванием, они допустили спортсмена, либо с каким-то заболеванием, который он сейчас болеет, не выздоровел, он вышел на поле, либо там не только там хоккей, да, там футбол, видов спорта очень много. И случается что-то, то, конечно, скорая медицинская помощь оказывает медицинскую помощь экстренно. Но если по факту выясняется, когда человек там попадает в кому, попадает на госпитализацию, не дай бог еще смерть, и при юридических вопросах, когда мы будем разбираться, мы будем поднимать все юридические документы и выяснять, что данная услуга была заказана только скорая помощь. Допуск к соревнованиям врачом спортивной медицины не проводился. Углубленное медицинское заключение, осмотр точнее, не выполнялся. Ну, все вот так. У нас заказчики думают, что врачи скорой медицинской помощи на спортивном мероприятии должны выполнить все, без исключения. Сейчас спустимся к приложению номер 4, о котором мы там читали и смотрели, какие виды спорта имеются и какие требования по бригадам. Вот. Рекомендуемые штатные нормативы медицинской бригады, количество выездных бригад скорой медицинской помощи, медицинских работников при проведении физкультурных мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий по оценке выполнения нормативов, испытаний тестов комплекса ГТО. Значит, первый столбец – специализированная бригада, анестезиология, реанимация, врачебная, обычная. Вторая – фельдшерская, медицинский вертолет, врач по спортивной медицине идет, фельдшер, медицинская сестра. Но мы спустимся. Я основные опять выделил виды спорта. Посмотрим. Баскетбол. Баскетбол, значит, врачебная бригада обязательно и врач спортивной медицины. Биатлон. Врачебная бригада, врач спортивной медицины в обязательном порядке. Бокс, реанимация, врач спортивной медицины. Горнолыжный спорт, реанимация, скорая помощь, врач спортивной медицины и вертолет, вот по звездочкам мы сейчас спустимся, там в зависимости от количества зрителей, спортсменов и так далее, и от условий. Кикбоксинг, реанимация и обычная бригада, и врач спортивной медицины в обязательном порядке. Значит, мотоциклетный спорт в обязательном порядке, скорая медицинская помощь по реанимации с видом деятельности. Здесь и фельдшер. Рукопашный бой, скорая помощь по анестезиологии и реаниматологии, врачебная бригада, спортивный врач, медсестра, санный спорт, реанимационная бригада скорой помощи, врач спортивной медицины, медицинская сестра. Спортивная борьба. Значит, скорая помощь по анестезиологии и реаниматологии, врачебная бригада, врач спортивной медицины, медицинская сестра.
Я выделил основные такие, часто, которые используются, заказчики звонят, заказывают. Футбол, врач по спортивной медицине, медицинская сестра, врачебная бригада и машина реанимации. Так, что тут по звездочкам, то, что мы смотрели? Вот даже последний возьмем футбол, 4 звездочки. Для вида спорта инвалидов, адаптивного спорта, физкультуры, спорта лиц с ограниченной возможностью здоровья в зависимости от программы мероприятий. Виды спорта, спортивной дисциплины по аналогии с видами спорта дисциплины. То есть все зависит от спортивной дисциплины, то есть если это там мини-футбол там, или какой-то небольшой, то врач, точнее организатор может под свою ответственность заказать только одну бригаду, не заказывая дополнительно, соответственно, реанимационную бригаду скорой помощи. 5 звездочек в случае госпитализации более одного часа соответствует требованиям медицинских правил и регламента спортивной организации. То есть, если госпитализация составляет более одного часа, то есть далеко вести стационар, пробки и так далее, то необходимо заказывать вот эту бригаду. Это было у нас не на кикбоксинге, даже в наших выделенных не было. Хорошо. Так, 6 звездочек, вот спортивная борьба. Это мероприятие с численностью участников больше 300 человек. Часто бывают несколько матов, там, допустим, единоборство проходит, тэквондо и так далее. 4 мата, 3 мата, и на них происходят мероприятия прямо онлайн вместе со всем. Заказчики начинают, опять-таки, повторюсь, не смотреть требования, которые выносит данный приказ, и говорят, так одной машины ж хватит. Как, ребят, вы почитайте, посмотрите внимательно. Если у вас количество участников завышает, то вы в обязательном порядке минимум 2 бригады скорой медицинской помощи должны заказать, в которой одна из них бригада реанимации. Для чего это? Также дополнительно скажу. Это для того, чтобы одна бригада, если вдруг будет госпитализировать экстренно данного спортсмена, которому стало плохо или что-то сломал, то вторая бригада продолжает оказывать медицинскую помощь на мероприятии. Вы же не остановите свои соревнования, и вам нужно по таймингу идти дальше, поэтому заказывается 2 бригады минимум. Значит, по поводу нашего главного врача, который ранее мы говорили, ответственный медицинский работник, главный врач мероприятия осуществляет следующие функции, очень важные, которые я здесь выделил. Рекомендует главному судье мероприятия в случае угрозы жизни, здоровью участникам или зрителям отменить или перенести мероприятие. То есть он может рекомендовать, но принимает решение главный судья, конечно. Рекомендует главному судье соревнований, спортивному судье, уполномоченному главному судье отстранить по медицинским показаниям участника физкультурных мероприятий спортивных соревнований. То же самое. Значит, в этой ситуации происходит следующий формат. Главный врач пишет заключение по показаниям, что он не допускает данного спортсмена. Дальше окончательное решение он будет принимать спортсмен, там, главный судья самостоятельно. Если главный судья принимает решение, что он готов выпустить все-таки спортсмена, хотя выслушал главного врача, то ответственность с организации главного врача снимается. И полную ответственность будет нести уже как главный судья данного мероприятия. Повторюсь, здесь приложений много, здесь также есть информация, как должен быть укомплектован медицинский пункт, как, соответственно, должна быть укомплектована медицинская укладка врача спортивной медицины, какие нормативы по медицинскому пункту и так далее. Приказ большой, поэтому мы рассмотрели с вами основные позиции, связанные со скорой медицинской помощью и врачам спортивной медицины. Вот еще важное. Приложение номер 19. Расчетные нормы нагрузки врача по спортивной медицине за расчета времени на посещение. То есть это тоже нужно учитывать. Когда врача спортивной медицины хотят пригласить только, ну, вы приезжайте на пару часиков, у нас там городское мероприятие, вы на пару часов приезжайте. А по факту медицинское обеспечение соревнований должно подготовка 1 рабочий день, накануне соревнований, все время длительности соревнований 1 рабочий день за каждый день соревнований, оформление отчета по итогам соревнований 120 минут.
Медицинское обеспечение тренировочных мероприятий, подготовка. Один рабочий день накануне тренировочных мероприятий, все время длительность тренировочных мероприятий. Один рабочий день за каждый день. Оформление отчета после окончания тренировочных мероприятий 120 минут. То есть врач спортивной медицины должен присутствовать постоянно и на тренировке, и на мероприятии, потому что только он видит и наблюдает состояние здоровья данных спортсменов, смогут ли они выйти на основное спортивное состязание, которое будет в такой-то день. Либо на тренировке он видит, что он уже не готов. Это очень-очень важно, чтобы спортивный врач присутствовал. Ну вот мы рассмотрели приказ 1144М об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом. И вместе с вами увидели и разобрали, что необходимо и какие требования, согласно законодательству Российской Федерации, необходимо на спортивных массовых мероприятиях. Их должны соблюдать все заказчики без исключения. Мы, согласно своего опыта, на сегодняшний день работали и осуществляли разные массовые мероприятия в разных городах России. Это были крупные чемпионаты мира по фехтованию, это были также всероссийские соревнования по тэквондо и так далее. Более детально также можно на нашем сайте по ссылке отзыва посмотреть, какие постоянные заказчики у нас имеются. Ну а в заключение хочу сказать, что при данных массовых мероприятиях спортивных обязательно нужно, первое, выбрать организацию, которая имеет действующие медицинские лицензии. Если мы говорим про скорую медицинскую помощь, это услуги по скорой медицинской помощи вне медицинской организации по анестезиологии, реаниматологии и педиатрии. В дополнение лицензия на оборот наркотических психотропных веществ и лицензия врача спортивной медицины. Тогда вкупе можно заказать данную услугу от одной организации, где медицинская бригада приедет полноценно укомплектованная и будет полноценно оказывать медицинскую помощь на вашем соревновании. Если согласно приложению 4 в требованиях указано, что необходимо несколько бригад скорой медицинской помощи или по количеству зрителей, участников, это также необходимость увеличивается, то не стоит экономить, а стоит соблюдать данные нормативы, потому что человеческая жизнь не стоит никаких денег. Когда происходит ЧП, паника, и организаторы не знают, что делать, начинают бегать, хотя можно было буквально заранее, заблаговременно, когда была заявка, и мы всем заказчикам без исключения, когда они делают заявку, рассказываем про данный приказ и показываем требования, чтобы они знали и понимали, какую ответственность юридическую они берут на себя, если хотят сэкономить. Потому что мы не будем отвечать, если есть определенные требования и приказы, где четко указано, сколько должно быть бригад, какие должны быть врачи, если должен быть врач спортивной медицины, соответственно, он должен быть и так далее. В заключение хочу сказать, если остались вопросы, можете написать в комментариях. Под этим видео размещу ссылки, где можно ознакомиться с приказами, с отзывами, как я говорил ранее, и с недобросовестными заказчиками, где у нас по ссылочке можно посмотреть решение УФАС о недобросовестности. Всем спасибо большое за просмотр, будьте здоровы и не болейте. Всего вам доброго.